Привет, друзья! С вами Юлия Петрочук и подкаст «Через океаны». Сегодня я жду в гости человека, про которых говорят «Бог дал все». Невероятная судьба, взлетов и падений, легенд, приключений, встреч, разочарований. И все это сегодня из первых уст для вас Денис Седов. Так, я хотел на себя посмотреть. Насколько я неотразим. Да все хорошо. Ну ладно. Любви все возрасты покорны. Денис Седов — российский бас-баритон с большой международной карьерой. Он выступал как приглашенный солист на ведущих сценах мира, включая Метрополитен-опера, Ла Скала, Парижская национальная опера и Ковент-Гарден, а также Сан-Франциско-опера, Гран-театр дель Лисеу и Театр Колон. Седов окончил с отличием училище имени Глинки при Капелле Санкт-Петербурга и продолжил обучение в Рубин Академии в Иерусалиме, а с 1995 по 1997 был участником Линдеман Программ при Метрополитен-опере, где занимался у Ренаты Скотто, Луиса Квилико, Режен Креспин и Карло Бергонси. Среди ключевых событий — участие в постановке оперы «Федора» в Метрополитен-опере с Пласидо Доминго и Мирелло Френи и исполнение 9-й симфонии Бетховена на открытии Зимней Олимпиады в Нагано в 1998 году. Денис сотрудничал с такими дирижерами, как Джеймс Левайн, Рикардо Мути, Сейдзи Озава и Пьер Булес. Его записи выходили на Deutsche Grammophon, Telarc и Naxos. Сегодня он продолжает активную международную работу как в опере, так и в концертных программах. Слушай, мы с тобой встретились, на самом деле, на этой земле, где-то, наверное, в 2013 году. Слушай, я очень не помню, когда это было, давно-давно. Это был Венский бал В в австрийском австрийском посольстве. посольстве, который я организовала. И там же ты познакомился с Верой Дайченко. Нет, Вера Данченко не там, я с ней познакомился. Я с ней уже был знаком, она пришла на наш концерт. А я помню, что она подошла ко мне тогда и спрашивала, что это за бас, представь меня. Я понял. Значит, она забыла. Нет, потому что мы с ней познакомились, наверное, лет, 8 до этого. Ну, может, она Это забыла. она забыла просто, да. Понятно. Просто как судьба тоже, да, Да, складывается. А теперь прикольно. А чё, ты сейчас приехал сюда, в общем, на ее программу. вчера мы работали, да, в посольстве Франции. Да. Слушай, ну, видишь, годы идут, и, как говорил Костя Райкин, самое главное в карьере артиста это его долгожительность. То есть неважно, в какой ты обойме. Сегодня, вчера, завтра. Вокальная долгожительность или... Вообще, как артиста, вот как, ну, он не вокалист, понятно, да, но все равно я на себя тоже и на нас, на всех проецирую, потому что это самое главное. Я думаю, чтобы заниматься делом своим. Когда я начинал петь, это страшно сказать уже, у меня это 32-й сезон. Или Ничего себе. 33-й, или какой-то, ну, в общем, я в 19 лет начал петь. Я имею в виду, что такое начал петь? Не вообще петь, а я вышел на сцену в полноценной оперной постановке. 19 В лет. Тель-Авиве, в Новой Израильской опере. Мы пели Набуко с Геной Димитровой, Лео Нучи. Это его был первый Набуко. Даниэль Лорен дирижировал. Ферруччо Фурланетто. То есть иных уж нет, а те далеко. Но вот это вот было, да? И тогда мне говорили люди, с которыми я занимался, ну, там, коучи и вокальные мастера, да, говорят, ты должен петь таким образом, чтобы смочь 45 лет пробыть на сцене вокалистом. Сегодня я учу людей, ко мне приходят, да, там в Москве, в Питере ученики у меня.
Я говорю, тебе кто-нибудь говорит такие фразы там в Гнесинке или в консерватории, там люди приходят заниматься? Нет, говорит, вообще об этом разговора нет. То есть, а Гаранчо, я тут почитал, она говорит, что сейчас карьера оперного певца — это 10 лет. 10 лет пропел, и все, неважно, поешь ты, не поешь ты, дальше следующий. То есть как будто футболист. Да. Набегал, и потом тебя слили. Я не думаю, что это правильно, и никакой другой профессии искать не надо. Нужно, как говорил мне мой друг Людовик Тезье, который сейчас центральный баритон, европейский, скажем так, да? Ля Скала, Париж, Вена, Лондон. Он самоучка, он всегда занимался вокалом сам. Никто его не сбивал с пути. Говорит, я смотрю на свои ботинки, когда я иду, и занимаюсь своим делом. И вот так вот потихонечку вот он дожил до такой жизни, вот, кем он стал. Так и мы все должны просто заниматься этим, и все, и без всяких мыслей о чем-то. Просто когда делаешь свое дело правильно, я думаю, что Вселенная вынесет тебя туда, на тот мыс, Согласна. который тебе Мгм. нужен. Давай мы немножечко вернемся в прошлое, начнем с самого начала. Ты свое детство провел, в общем-то, в Мариинском театре. Ну да, было такое, да. Мама у меня там работала и в Мариинке, и в Михайловском театре, да. Я, когда мне было 3 года, ходил туда. Она гримировала балетных, когда выходили, да, она гримом занималась, и парики, и грим. И у меня зайчики, знаешь, как зайчик рисуешь, он был в пачке. Точно, то есть все эти сказочные персонажи, они были в пачках. Зайчик в пачке. Было такое, да. Это были первые зайчики, которых ты видел. Да. И, нет, ну и хор, и какое закулисье, аксессуары, да, что называется, props. Короны, мечи, ружья, костюмы, бороды. Вот это все, это сказочный этот мир театральный, конечно. Это, наверное, какое-то произвело мне впечатление. Я там попел в детском хоре Кировского театра еще тогда. Но меня сразу выгнали, потому что я был маленький, и они не могли репетировать, когда я там находился. Ну, в общем, вот. Но потом, через несколько лет, уже, когда я учился в хоровом училище, в Малом оперном, этот хор из «Пиковой дамы». «Мы все здесь собрались на страх врагам российским». Мальчиков брали из хорового училища. Вот, и тогда вот это были первые такие шаги на оперной сцене. В этой постановке Елена Васильевна Образцова еще потом уже графиню пела. Это та же самая постановка была. Вот. Вот будучи так рано приученным к театру, да, что у тебя это, как ты думаешь, отняло и что тебе это дало? Ничего абсолютно мне не отняло. Это отняло, может, какие-то и потому, что и на футбол бегали играть. С сегодняшними детьми, конечно, не сравнится, потому что каждую свободную минуту это было, надо убежать от рояля, от занятий на рояле, убежать на детскую площадку, на футбольную, на какую угодно. Дало гуманитарии, да, когда ты начинаешь там заниматься языками, музыкой и так далее, это же уже сейчас как-то даже на уровне медицинском доказано, насколько мозг ребенка развивается лучше, когда он Приучен к посвящен музыке, да. в музыку, Оба полушария работают. да, Да. и там в гуманитарные какие-то науки, там литература и так далее, языки, Причем это изучение. единственная вещь, которая доказана на самом деле, которая действительно влияет на мозг, на развитие мозга. Ну вот, и поэтому, конечно, это ничего не отняло ни от кого, и только в плюс все. Это музыкальное, это искусство. Затем ты пошел на дирижерско-хоровую. Ну да, ну у нас при капелле хоровое училище имени Глинки. Это с 1852 года это официальное учебное заведение, певческая капелла, да, где учили регентов.
и певцов, певчих. А до этого это была певческая капелла. Это были люди, которые, значит, при дворце, при дворе императора, там, при Петре Первом и так далее, они учились петь, учили не в семинарии, в семинарии учили дьяков там духовенство, а в нашем учебном заведении учились и певчие, чтобы на службе петь в хорах императорских. Вот, и оттуда пошло и дирижирование, и очень рояль плотный, 12 лет, сольфеджио и так далее, и так далее. И когда я приехал поступать в Академию Рубина в эмиграцию, когда я уехал в Израиль, меня освободили. На первом уроке созвали всех на всех факультетах, кто поступил фрешмен, то, что называется, да, то, что первокурсников, человек 200-250, значит, первокурсников со всех факультетов, чтобы понять, на какой уровень сольфеджио в группы их распределить. А я ни слова не говорил на иврите, а вступительный был, значит, и я помню, что со мной сидел рядом поляк, который по-русски говорил, Яцек такой. Мы с ним потом были знакомы много, контрабасист. Тоже он поступил, и он говорил на иврите там несколько уже там слов или что-то. И этот что-то там та-та-та-та-та со сцены. Я говорю, что он сказал? Он говорит, сейчас будут 3 диктанта. Хорошо. Опять та-та-та-та-та. Он говорит, что он сказал? Он говорит, да подожди ты, у меня экзамен. Что я тебе буду переводить здесь, что ли? У меня экзамен, дай мне сосредоточиться. Я говорю, ну ладно, Господи, хорошо. И что-то он опять там говорил, потом что-то сыграл. Присел, я записал. Потом опять что-то говорит. А мне это как фильм вообще ни слова. То есть я поступал, наверное, 2 недели спустя, как и приехал. Я все работы писал по-английски. Это мне казалось, что я их пишу по-английски тогда. Я потом мне попалась эта тетрадка какой-то работы, которую я писал, господи, и они это еще читали, и они мне еще выставляли какие-то баллы за это, и не спрашивали меня, что это у меня здесь написано. Мне казалось, что это английский, но неважно. Но я как-то это все делал первый год. Вот на экзамене. И он еще что-то сказал, еще что-то сыграл, там, двуголосие какое-то. Я тоже записал. И еще там что-то поговорил, пару аккордов, я тоже записал. Все. И давай опять разговаривать. Я вообще никак. Я уже этого поляка не трогаю, сижу просто вот так. У меня все записано. И он садится к роялю и начинает играть сначала. Я ничего понять не могу. И уже ладно. Я поднял руку. Сейчас я подойду. А он пришел. А человек разговаривал на 10-15 языках. То есть такой был школьник, у него была фамилия. Румыны. Соответствующие. Да. Румыны из Трансильвании. Потом у меня коуч был тоже там оттуда. Они на всех языках разговаривают, эти люди, которые на венгерский у них родной, и они на всех языках разговаривают после этого. Я говорю, что вам? Я говорю, вот. Он посмотрел и говорит, идите. Выяснилось то, что он людям говорил, сейчас будут 3 диктанта. Вот этот, та-та-та-та-та, потом вот этот, та-та-та, объясняю, и вот этот. И пока он им показывал, я это все записал, потому что у нас была настолько серьезная система образования. Мой первый диплом — это руководитель музыкального коллектива и преподаватель сольфеджио. У нас был госэкзамен в Советском Союзе по этим дисциплинам. Потом, значит, вывесили списки, кто в какую группу, значит, определен. Я искал свою, написано, Седов освобожден от сольфеджио вообще. И мне поставили 100 баллов в диплом, в конечный. То есть он меня освободил полностью от сольфеджио и поставил мне 100 баллов, а я только поступил. То есть человек, я его больше ничего не могу научить его. То есть меня. Ничему. То есть вот с таким образованием я приехал
Но вот когда ты поступал еще в России, ты уже сразу знал, что ты хочешь быть оперным певцом или дирижером, или еще ты не определился? Дирижером, потому что в Кировском театре был Юрий Хатурович Тимирканов. Это, наверное, единственный человек в моей жизни, который я помню, чтобы у него был такой класс. Мравинский тоже был в Питере, но его я не видел, потому что он работал в филармонии, заслуженном оркестре, да. А в Кировском театре я, Хатуич, когда приходил, мне мама всегда говорила, вот это эталон мужчины. Костюм, отглаженная белая рубашка. Он приезжает на автомобиле чистейшем всегда, зима или лето, и от него на 10-15 сантиметров пахнет, значит, иностранным одеколоном. Не то, что певцы, короче. Вот так. Все правильно. Ну, а когда ты понял, что, в общем, наверное, все-таки будешь не дирижером? Слушай, ну вот опять же, я ж приехал поступать, это было такое время, когда из питерской концы, Ленинградской консерватории, значит, железный занавес поднялся, рухнул, заржавел, и народ повалил преподавать за конвертируемую валюту. И учителя просто, ну, было такой отток кадров, Интересно. и было, да, сложно. В общем, все, кто мог, Уехали. валили просто, ну, массу, массу. И, ну, так получилось, что я тоже смог. И я поехал поступать на симфоническое дирижирование, на В симфак, Израиле в уже. Израиль, да. С такой мыслью. Значит, у меня была готовая программа, все. Эта эпоха, конечно, была до интернета, до всех, и вообще никто не знал, куда это. Ни одной фотографии не было этой страны. Как это, вот, что это, где это. Я к тому моменту уже, на самом деле, съездил в Англию, в Штатах я был. Кстати, вот про Вашингтон я думал, что первый раз в Вашингтоне в 90-м году я выступал. Это сколько лет назад? Ну, да, получается, уже 36 лет. 36 лет назад. Ничего себе. Вот вчера я пел, да. И 36 лет назад вот я с хором приезжал Глинка Choir College Boys. Мгм. И мы здесь выступали. Какие у тебя впечатления тогда были? Это было лето в Вашингтоне. Удивительная жара, Кока-кола, и вот это все, американский флаг. Я помню, мы тут где-то лежали под каким-то деревом на газоне, и разговаривали. Денис, мог ли ты когда-нибудь себе представить, что ты будешь наблюдать американский флаг на флагштоке, лежа на американской земле? Вот я помню этот разговор пацанами. Нам по 16 лет тогда было. Вот, представляешь? И вот докатился вот до такой жизни. И к тому времени, значит, и в Германии мы ездили, все, там у нас очень был хороший хор, очень профессиональный. Мы на конкурсы ездили международные, и все время статуэтки привозили, значит. Первый приз, там, значит, огромный какой-то телевизор, да, значит, в училище тоже, там директор у нас был в то время хороший. После этого образования, опять-таки, я приехал поступать на симфак и пропустил экзамен, потому что в этих брошюрах всех неправильно были указаны даты. И люди, я пришел, значит, подавать документы, и они говорят, мы не можем вам собрать коллоквиум. Нужно 19-20 человек на коллоквиум, те, кто поступает на симфоническое дирижирование. Ну вот у меня же написано, мы не знаем, что у вас там в России пишут, в Советском Союзе пишут про наши даты. У нас не можем. А я приехал с красным дипломом. Говорит, ну покажите ваши документы. А там была русскоговорящая такая Арина Гордон, которая уже 20 лет к тому времени прожила. Она была из Вильнюса. То есть она знала, что это значит, русский, этот советский красный диплом, и что это такое, значит, хоровое училище имени Глинки. Она говорит, вам ничего не нужно сдавать, кроме специальности. Что вы еще можете? Что еще могу? Ну, я играл на фортепиано, но я думал, что я не хотел это делать в своей профессии никак.
И к тому времени я, пел уже, потому что вот, что я говорил, в Вашингтоне я приехал, мы приехали петь с хором, но мне давали уже, если была какая-то в каком-то произведении сольная партия для баса, сольную это пел я. Это тенором пел один пацанчик, которого звали Саша Дубнов, он в Нюрнберге работает уже многие-многие годы в Германии, тенором поет. Вот. Я говорю, я петь еще могу. Он говорит, вот, прекрасно, петь 3 человека в комиссии нужно. И к тому времени, если я с Виктором Вадимовичем Емельяновым занимался, его взяли как раз преподавать детям азы вокала какого-то. И вот мы с ним сделали 2 арии, последние, наверное, полгода в Советском Союзе. Это была, значит, романс старика из Олеко и ария «Фьеско» из Симона Баканега. Легонько. В общем, несложные произведения. 16 лет, 17 лет, куда. И с этими 2 песнями как раз я и поступил, Поступил. потому что это было исполнение на 2 языках, 2 произведений классического репертуара. Я спел, меня взяли. Я думал, что я переведусь потом на факультет, но увидел, что после этого экзамена по сольфеджио, потому что на сольфеджио пришли сдавать этот экзамен люди, которые поступили на симфоническое дирижирование. Как это? Ты на симфоническое дирижирование пришел поступать, и ты начинаешь учить сольфеджио? Это оксиморон какой-то полный, да? У нас был педагог в хоровом училище, который несколько раз в консерваторию ленинградскую пытался поступить. Поступал несколько раз, его не брали. Наш педагог по сольфеджио не поступал на симфак в Питере. А здесь люди, которые поступили, начинают заниматься сольфеджио. А сейчас тоже такой же уровень? Я не знаю. Не знаешь, Я не да? знаю, что там. Я думаю, что, конечно, не такое же, просто из-за такого количества, музыкантов, которые приехали туда за последние там вот эти 30 лет, то я думаю, что они, конечно, там все это потянулось. И я поступил на отделение, и в первый месяц, когда я жил в Иерусалиме, я познакомился с 2 удивительными людьми. Юрий Петрович Любимов из Таганки приехал давать мастер-класс. Вот буквально месяц после, вот я занимаюсь месяц, и приезжает Любимов. Просто легенда абсолютнейшая, то есть вот буквально. И Джузеппе Ди Стефано, тенор, последний партнер Каллас по сцене, с которым она, да, ездила по миру. Джузеппе Ди Стефано тоже на мастер-класс приезжает, я ему пою. Мгм. Что я ему пою? Я принес то, что мог. Да, 17 лет я принес, монолог Пимена. Еще одно последнее. Я это ему спел, он говорит, это что такое за музыка? Я говорю, это Пимен Борис Годунов. Я говорю, я это не пел. Я это не пел, помочь тебе не могу. Давай, вот смотри, я тебе ноты даю, к завтрашнему дню выучишь? Я говорю, выучу. Все, давай, приходи завтра. И он мне дал, неаполитанскую песню выучить, но я выучил, все нормально. И на следующий день я пришел к нему тоже, и мы работали, в общем. Вот. А потом, когда я приехал обратно, через год в Питер, пришел в училище свое, хоровое, и пришел к педагогу, там, Виктор Вадимович, говорит, вот, смотрите, у меня фотография с Ди Стефано. С Ди Стефано, да, я прикоснусь к человеку, который видел живого Ди Стефано. В общем, такие вот воспоминания такие хорошие. И затем, в общем, началась твоя следующая ветвь в жизни. Да. Ты переехал в Штаты. Почему Штаты? Да, я начал, в общем, никуда я не перешел, ни на какой факультет не перевелся, потому что, во-первых, я сказал уже, это качество образования, и конечно, мне уже год спустя начали какие-то халтуры давать. Басов как бы мало, я, в общем, предлагать работу, я стал зарабатывать деньги голосом. Вот. И меня услышал в какой-то момент на каком-то концерте агент мой первый.
Он был одним из основателей CAMI, Columbia Arts Music Incorporated, да, которые это агентство классической музыки, их больше нету. Они 10 лет назад, по-моему, уже все растворились в этот мир. Но тогда, да, он, по-моему, 17 лет отработал с ними, эмигрировал тоже из Нью-Йорка в Израиль. И тогда каждый вокалист, который работал либо с оперой, либо с израильским филармоническим оркестром, Jerusalem Symphony, там, там, неважно, было очень много оркестров, они приезжали через него. То есть он всех вокалистов в эту страну возил. И он меня подписал, мне было 19 лет, я подписал свой первый контракт с менеджментом, да, с агентурой. Ну вот, и он сказал, тебе обязательно нужно ехать в Нью-Йорк и показываться маэстро здесь, Левайну, Джеймс Левайну. А потом была программа оперная летняя, удивительной абсолютно женщины, Джон Дорман, на 40 лет отработала коучем в Метрополитен, помощником дирижера и так далее, суфлером. Значит, она знала всех от Паваротти, Доминго. Это уже эпоха, которых людей я застал. Она работала и с Кабае, и с Викерсом, и, короче, чуть ли не с Такером самим. Э, те люди вот этой золотой, серебряной эпохи, Краус и так далее. И она привозила людей в Тель-Авив из Метрополитен на месяц, выбивала деньги и в Штатах, и в Израиле, чтобы поднять. И 28 лет Привозила именно солистов из Метрополитена или из Young Artists? да, певцов, которые учили молодежь Молодежь вот, в Израиле. И молодежь съезжалась со всего мира. То есть Аргентина, Мексика, Штаты, Франция, Россия, Израиль, Китай. В общем, на эту программу собирались люди со всего мира. А И сейчас она существует? она существует, ну, просто уже все поменялось много-много-много раз. Но тогда, вот в середина 90-х, это было удивительное абсолютное действо, Ну, потому что еще бы. 95 студентов. 95 студентов. Факультет 30 человек. Там Рената Скотто, Альфредо Краус, Обалдеть. Патане, Миньон Дан, Шерил Милнс, Луи Куилико, отец. Ну, масштаб людей, ты понимаешь, которые приезжают, и вот я с ними как бы занимаюсь. И как оно было А приехать? заниматься с такими людьми? Слушай, ну по-разному, Или тогда потому еще что, ты был слишком молод? конечно, абсолютно. То есть это Джон Дорман, она мне говорила, записывай людей, с кем ты занимаешься, кого ты видел, что они тебе сказали, чтобы не забыть. Ну вот я сейчас, это было до этой эпохи всех этих телефонов и так далее. Я, например, жалею очень сильно, что с Джанкарло Менотти ни одной фотографии. Мы 2-3 года очень-очень близко общались. Он звал меня к себе петь и сюда, и сюда, и туда. Всякие день рождения здесь, день рождения в Италии. Ни одной фотографии по поводу того, как занимались, как учили. Карло Бергонци тоже, да? Как это, легенда такая. Он приехал, ам, это, наверное, 96-й год был, в МЭТ на программу мастер-класс давать нам всем. Каждый, кто с ним пропел полчаса, потерял голос. Вот ты поешь, и все. Он тебе говорит, делай то, 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 то. 1, 2, 3. Нет, я больше все, я не буду. Все, маэстро, спасибо. Я все, давай следующий. То есть человек карьеру такую сделал себе имя огромное, да? Ну, не может Ну, можешь никак передать. передать. Это не одно и Э, то же, петь хорошо и Абсолютно преподавать, верно, да. да. Я вот смотрел, значит, с Лучано мастер-классы. Повороте. Да. Да. Он показывает, что он хочет, но Говорит, он не делай, может. как я. Да, И вот всё. так, нужно вот так. А что А это как такое? тогда? Мне очень повезло. Я поначалу пел, значит, с данными своими от Бога, да, которые дали. А потом в определенный момент голос сказал мне, голос мой,
Не внутренний голос, а голос певческий сказал мне: тебе нужно научиться, потому что 6 постановок в год я не буду вот так вот петь, как ты хочешь. И мне очень повезло, что я попал к Николаю Петровичу Охотникову, покойному, и с ним 12 лет прозанимался. А это человек, народный артист СССР, лауреат госпремии за партию Гремина. То есть 5 минут пения, и он народный, госпремия и так далее. То есть феноменальные знания. И у своего педагога он учился, который там с русской школой пения дореволюционной, да, как Шаляпин пел, да, Мгм. вот так вот. В Но это ты общем, уже осознал позже, позже, конечно, да. да. А вот расскажи период в Штатах. Ты поступил в известнейшую Да, я программу, приехал. да, и программа называется «Линдеманн», да? Она сейчас так называется. Она раньше просто называлась YADAP, Young Artist Development Program. Я 2 раза приезжал петь прослушивание сначала, значит, в дирекции программы молодых певцов. И они сказали: мы бы тебя взяли прямо сейчас, но ты должен спеть маэстро. И я приехал, и через 3 месяца я спел Левайну на сцене. Такой был курьезный момент. Я приехал, я спел им, и в день своего рождения, 21-й, я как сейчас помню, мне, значит, позвонили и сказали, что я еще был в Нью-Йорке, что мы вас берем, готовьте документы, вы переезжаете жить, значит, в Нью-Йорк. А чтобы поступить, достаточно было спеть или еще какие-то были Я экзамены? только спел. Ни Конечно, TOEFL, это ничего? Нет, ничего. Это стажировка. Это в театр. Меня просто взяли в театр стажироваться. Потому что я поступала при Juilliard, Young Artist, и я должна была сдавать Но TOEFL. это потому, что это учебное заведение. Да, потому что при университете. Это был театр. Это был театр. На самом деле, эта программа у молодых певцов, это Левайн придумал всю эту тему, что молодые певцы будут заниматься в театре, с всеми звездами, которые приезжают, будут с ними делиться, им будут давать петь маржей и так далее, да, маленькие партии с оркестром. Он работал с нами, Левайн сам. Раз в год был концерт с ним, где он играл на рояле, и мы с ним пели, и так далее, и так далее. Прослушивания, бесконечные прослушивания. Я посчитал, подумал, я, наверное, за 2 года, когда я там был, я 70 прослушиваний спел. То есть все театры приезжали слушать нас. Все. И так вот такой просто буст, бум, и разлетелись все по всему миру потом. Но вот эта вот идея программ молодых певцов, она погубила систему оперных театров и систему певцов, которые путешествовали. Потому что, я думаю, 30 лет назад было минимум 1000 человек, это большое количество певцов, которые путешествовали по миру, Прослушивали. не прослушивались, а пели. Пели по контракту в разных странах. И этот круг сузился. Да. Этот круг сузился потому, что театрам не нужно больше, никого не нужно. Уже Потому отобрано что всё. каждый театр там, любой, в любом там, да, в Саратове, скажем, да, есть программа молодых певцов, которые растят у себя людей. За копейку малую эти молодежь это хочет просто быть При театре. причастна Мгм. при театре. И потом эти 10 лет, как в Мариинке, там сколько, 300 человек, 360 человек в программе молодых певцов, Да, которые там серьезно? просто Эх, сидят годами, отрабатывают, приносят свои. мгм. Ну, то есть ты против Young Artist Programs? Да не то, что я против, а просто это изменило баланс. Реально талантливым людям рынок обрезали кардинально. Количество певцов огромное. В каждом городе свои певцы. И эта эпоха вот этого путешествия по миру
глобализации вот это вот, она везде сейчас ходит на нет, в любом аспекте жизни. Но в оперном аспекте она точно... То есть испанцы поют в Испании, французы поют во Франции, итальянцы как пели в Италии, так и поют в Италии, американцы поют здесь, русские поют там, израильтяне поют у себя, потому что, ну, школа, конечно, поднялась. Школа, уровень пения, Да, конечно. он намного сильнее сейчас, он намного выше. Да, согласна. Просто даже ты должен вот с тем же самым Ютубом, ты слышишь, как поют люди, пою я так или не пою, вот мне Мгм. нужно добраться до этого Конечно. уровня. Да, То есть, технологии, да, то опять-таки, есть, да. ну вот это все, бизнес настолько изменился, знаешь, когда я тоже в 90-е годы пел с людьми, там Пата Бурчуладзе, например, говорил, ой, сейчас намного сложнее стало вообще и работу найти, и петь, а это было 25 лет назад. Понимаешь? А он уже тогда жаловался. А что сейчас-то? Я вообще, они мне говорят, мои студенты, что мне делать, как мне поступить? Я говорю, я тебе ничего не могу помочь, даже советом, потому что как это все сейчас? Все играют в своей песочнице. Вот так вот сейчас. Вот мы здесь с тобой сидим, вот наша песочница. Мы же с тобой играем в песочнице, мы и выступали вместе. То есть этот Нетворкинги, да. networking, все. То есть если ты находишься за пределом моей системы координат, я тебя не знаю. Мало того, что я тебя не знаю, я вообще тебя не хочу узнавать даже, Время тратить. потому что мне не Мгм. надо это. У меня есть своя песочница, в которой я работаю. Согласна. Да. И сейчас бизнес изменился именно вот в эту сторону. И вот это так сейчас происходит. Раньше так не было. До того и тоже так не было. Поэтому, то есть вот это Ну вот, да, да. оно как-то живет. Но все равно вот расскажи, каково было в программе? Ведь многие просто мечтают туда попасть. Насколько, да, you Да, don't realize how lucky you are. Знаешь, это вот это мне говорили люди. Ты не представляешь себе, насколько тебе повезло. Это правда, потому что я говорю, я видел живьем Садерленд, я видел живьем Альфреда Крауса, понимаешь, я занимался с Режин Креспан, Рената Скотта меня объясняла, как нужно исполнять речитативы в «Свадьбе Фигаро». Я с ней партию учил эту. Я в 97 году в Сиэтле первый раз пел, значит, «Фигаро», в «Свадьбе Фигаро». И в МЭТ с пианисткой тоже мы занимаемся, я учу. «Cinque, dieci, venti, trenta, trenta». Вот это первую сцену мы поем, и из коридора мне подпевает какая-то сопрано. Понимаешь? Один раз, второй раз, третий. Я говорю, ну сколько можно? Что за наглость такая? Господи, да иди уже по делам. Значит, я зло так открываю эту дверь, чтобы вообще что-то, ну, не то, что там, просто посмотреть. ага. Сесилия Бартоли под дверью стоит. Я так смотрю, господи, да. Бартоли. Она говорит, может, вам Сюзанна нужна? Мне говорит, ну, давай, заходи. И, в общем, она зашла, она просто учила тоже эту партию Сюзанны в этот самый момент. И мы сначала, значит, всю эту сцену первую пропели с ней вместе. Тут вот, ну, это как бы это сюрреализм какой-то, да, сейчас кажется. Ну, вот это было все. И такого каждый день. Там сидишь там в буфете, какую-то пасту, кофеек, Лучано заходит. Понимаешь? Ну, был какой-то трепет? Слушай, никакого трепета не было. Когда тебе 21 год, ты вообще ничего не Ты знаешь, понимаешь. когда я поступила в консерваторию Чайковского, правда, совсем молоденькая была, но когда у меня спрашивали, где ты учишься, я говорила, в консерватории Чайковского, у меня каждый раз были мурашки. Настолько мне казалось, что это что-то невероятное. Я не знаю, как это. У меня ничего не Не было было такого такого. просто, да. Ну, знаешь, когда меня спрашивают, где ты живешь? А я тогда жил, я уже переехал из Нью-Йорка в Париж. Ага. Ну, очень часто ездил и заниматься, и потому что, ну, у меня была база в Париже и в Нью-Йорке. Я говорю, between New York and Paris. Я между Парижем и Нью-Йорком живу. И люди так на меня смотрели, ничего себе, нормально ты устроился. А мне как бы было это, ну, потому Ну что, да, ну, это все, было это потому что данность как бы. да-да-да. Ты просто очень плавно к этому пришел, и, в общем, для тебя это абсолютно Сразу было же просто нормально. я попал Мгм. туда, и все, и никаких усилий я не прикладывал.
Но потом это, конечно, все, так сказать, аукнулось, и потом жизнь тебя научила, да, всему, что там нужно задержаться. Это не про... Если ты начал там с пентхауза, с последнего этажа, там как-то надо... И Да, это да, да, да. очень-очень-очень Ну сложно. вот, да, на самом деле был твой переломный, да, период в жизни дальше. Да, когда, я говорю, когда голос сказал, что, ребята, так нельзя, ну какой бас, что это за бас в 22 года, 23 года, это подбасок там. Ну, все равно, господи, я никогда не переставал петь, я спел везде просто. А как началось, вот, что ты почувствовал, что что-то не то, что-то надо менять? Ну, конечно, потому что, я говорю, нагрузка была такой профессиональная в 25 лет. 25 лет, 26 лет. Ну, для баса это вообще не возраст. Ну, а что тяжелее вот было, физическое состояние или психологическое в этот момент? Слушай, я даже не знаю. Ну, наверное, психологическое, наверное, состояние было хорошее, когда такое тяжелое, когда ты понимаешь, что все, что ты делал до этого, это неправильно. И тебе нужно научиться своей профессии заново. Но я говорю, вот Николай Петрович Охотников, я к нему попал, и он меня научил основам вокала и старой русской школы. Я счастлив просто, что у меня есть ученики свои, которым я могу это передать. Но это был путь, ты его же не сразу нашел. Да, конечно, нет. Я помотался и в Нью-Йорке по педагогам. В Нью-Йорке куча педагогов. Да, и не мало того, еще я ездил, значит, я был с педагогом Кауфмана, занимался там, в Германии. Я занимался с педагогом Брина Терфела. Потом я занимался с Арман Бояджин, такой был педагог Сэма Рэми и Пол Плишки в Нью-Йорке. То есть все эти, ну, от каждого я чего-то Кто-то выбирал. что-то получил, что-то запомнил, что и много-много-много-много информации люди мне эти дали. И у меня сложилась абсолютно ясная картина. А, И единственное, что я хочу сказать, подтвердились слова Димы Хворостовского. Мы с ним вот с 95-го года были знакомы. Я говорю, мне было 21 год, а ему 33. У нас есть фотка вместе. У него еще волосы не седые. Он еще не белый. Вот. И он с самого начала мне говорил, пой головой, 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 потому что меня все время тащили в грудь. Добавить груди в этот голос у меня от Бога был просто тембр красивый. И я пел головой, потому что я так всю жизнь пел в хоре, да. И вот я головой пел. А мне все время тащили в грудь. Это просто дорога в никуда. То есть грудь надо, наоборот, убрать. Ну, то есть вот эти все знаменитости, певцы, то есть не могли подсказать во время Young Artist? Охотников был абсолютно прав. Только он был прав, только он говорил, что нужно расслабленное пение, что over support, то, что говоришь, что нужно диафрагма, чтобы была натянутая, а под ней ни пузырем, ничего, все, чтобы вот это... Ну, Скотта то же самое говорила. Возможно, да, но я не занимался. Когда я был в Young Artist Program, я говорю, я просто пел от Бога. Людям нечего было мне сказать по вокалу. Просто у меня все получалось само. Ну да, Понимаешь? так бывает. Ты просто не понимал, как ты поешь. Само, но я не мог объяснить, как это у меня происходит. Сейчас я абсолютно могу объяснить каждый момент. У меня так же было. Джером Хайнс написал книгу «Великие певцы о великом пении». Great Singers about Great Singing. Там 100 человек. Он взял интервью от Паваротти и Грейс Бамбри, Леонтин Прайс и так далее. И он сам. Они все пишут про вокальный срыв. У У каждого каждого был. профессионального певца есть вокальный срыв, когда приходит момент, тот, когда нужно переосмыслить, что ты делал. Есть некоторые люди, которые не Никогда не выбираются. выбирают. Не выбираются никогда. Они просто... Но ты считаешь, тебе удалось выбраться? Абсолютно. Мгм. Ну, как? Ну, я 30 лет уже пою с лишним. И еще 20 спою.
И как долго это заняло? Слушай, ну, есть разные. Вот, например, мой коуч Джон Дорман говорила всегда, что у сопрано есть 3 варианта пения. Все так, так или так. Говорят, у баса есть 60. У тебя есть 60 точек, куда ты можешь послать свой голос и 60 разных вариантов миксирования аппарата. Поэтому каждый педагог, к которому я приходил, у него была идея, вот нужно так, нужно так, нужно так. Мало того, уже, например, я в Большой театр, когда ходил заниматься в Москве, уже когда там жил, тоже меня пытались утянуть, говорят, ты должен звучать как молодой Нестеренко. И давай туда меня. Ну, я уже к тому времени 20 лет на сцене пропел. И я понимал, что как бы, ну хорошо, может попробовать. Но потом-то я понимаю, что это я же не молодой Нестеренко, я Седов. Понимаешь, зачем меня туда, куда меня тянут? Мгм. А люди, типа, да, вот так, вот так, вот так, давай, вот это, вот это, вот это, вот это. Ты только сам можешь понять, что у тебя здесь. Поэтому все, Большого театра больше нет. Не надо туда. И так не надо. Надо именно по-своему. Ты должен понимать свой аппарат. То есть то, что говорят, не пытайся там передразнить голосом кого-то. Это именно потому, что каждый настолько индивидуален. 1 миллиметр, 1 миллиметр имеет вес в аппарате. Абсолютно согласна. И это, я и к тому, сколько это времени заняло, это процесс, который непрерывный. Это непрерывный процесс, потому что голос — это живой аппарат, это тело. Оно изменяет. Это не скрипка, которую ты взял и заиграла она. Ты должен каждый день ее подстраивать. Сегодня так, завтра так, послезавтра по-другому. Если у тебя нету этих ключей, да, в ящике, которыми ты можешь это подтянуть, это беда. Но этот процесс не останавливается никогда. То есть нет такого, сколько времени это заняло. Да, до сих пор. До сих пор звоню. Мгм. Ну вот сейчас ты уже ведешь также активную деятельность артистическую и в России. Можешь ли ты рассказать разницу в процессе постановок, организации в российских театрах, ну или концертных площадках, и вот ты попел, в принципе, наверное, во всех топовых театрах, да, мира. Где тебе было комфортнее? Слушай, ну, мы занимаемся одним и тем же делом, как бы это неизвестно, неважно где. Качество зависит только от денег. Если зарплата в оркестре высокая, туда стремятся попасть лучшие музыканты. Если оркестр платит людям низкую зарплату, то там играют студенты. Вот и вся разница. Ну, в России не всегда. В России, может, нет, но мы про другое сейчас говорим. Вообще в мире, я имею в виду, как. Например, сейчас вот только что, да, в декабре, я отпел «Аиду», спел. 7 спектаклей. Израильский филармонический оркестр. Один из лучших оркестров мира просто. Люди приехали со всего мира. И российские певцы, и корейцы, итальянцы, Венесуэла. Все, я был там итальянец-дирижер. Это просто они потом выложили отрывки. Ты слушаешь, это ни одной ноты мимо ни от кого. Оркестр, хор, Идеально. 250 человек на сцене, как будто пластинка играет. Понимаешь? Спели это, я полетел через там 15 часов у меня было, после последнего спектакля там, у меня была репетиция с оркестром в Сан-Паулу, в Бразилии. 9-й симфонии Бетховена. Меня взяли из аэропорта и приехали на оркестровую прямо, потому что, ну, так вышло. Когда они вступили, я вот так вот вздохнул, ну что делать, ну ладно. То есть качество звука Мгм. израильской филармонии
и этого оркестра в Бразилии, как бы это те же инструменты у людей в руках. Ну, может, это зависит от уровня образования, не столь денег. Нет, уровень образования. Самые лучшие музыканты играют в самых лучших оркестрах за самую лучшую зарплату. Ну, всё равно есть какой-то минимум. Самые лучшие музыканты, я думаю, в России, они тоже, знаешь, я когда по Европе езжу, там в каждом оркестре есть русские. Первая Конечно, скрипка в оперном театре в это Турине, обычно русские, да-да-да. русский в Антверпене в оркестре, значит, симфоническом, там 6 человек музыкантов, да. Мне говорят, что нет, в России есть огромное количество классных музыкантов, и на самом деле, ну, вот в Москве я вот работаю, да, частенько. Удивительно люди играют, и там и Реквием Верди, и Моцарта, и музыку мы с тобой делали, да, Приглушенные голоса. да, на фестивале «Приглушенные голоса». Прекрасные музыканты работают. Но опять же, ты же вносила финансовая составляющая была на уровне. Это понятно, но есть какой-то еще вот базовый минимум. Здесь, например, даже если ты заплатишь, настолько разнится уровень музыкантов. Есть, ну, очень хорошие, их мало, прям надо поискать. Пикап. И Но пикап — это дело такое, да. да, и очень много, причем также учатся в Джулиарде где-нибудь, делали с ними проект, меняли буквально там за 3 дня до концерта музыкантов, потому что это было невозможно. Ну да, Очень плохой уровень. слушай, я вот, За те же самые деньги. да, нет, ну, за те же самые деньги, которые ты платишь в России и здесь, Нет, нет, не здесь. Здесь. люди по-разному относятся просто к возможности, к выходу на сцену, я думаю. В России, мне кажется, от денег не зависит зачастую. Вот. Нет, ну, конечно, Нет, музыкант я должен знаю, быть слушай, ну, во оплачен, да. Франции я вот в прошлом году, на фестивале или позапрошлом году, я знаю, из оркестра уволили 2 волторнисток. Были 2 девочки, они просто не тянули, их взяли в оркестр, их уволили и взяли других. Но когда взяли других, я уверен, что зарплату им подняли, Ну, чтобы может быть, произвести да, 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 такой да. этот отсев. Ам, Но я имела в виду именно разница, наверное, в, подходе к проекту, к Я не могу тебе за артистам. других людей ничего сказать, потому что для меня подход один. Неважно, 50 человек или 5000 в зале. Я отдамся полностью, я буду готовиться. То есть определенные производить действия до концерта, за день, там, за неделю, в день. То есть совершенно не важно, сколько мне петь и перед кем. Поэтому как другие люди относятся к профессии, ну, я не могу тебе сказать. Ну, я имела в виду, как относятся организаторы. Какова жизнь театральная изнутри? Слушай, ну, я в российских театрах всегда есть труппа. У меня фриланс, поэтому я только попадаю в проекты, когда есть антреприза. А когда есть антреприза, обычно организаторы, они очень профессиональные. Это другой подход. Профессиональный подход, потому что они, ну, они пытаются, во-первых, остаться на плаву, они пытаются проект продвинуть, привлечь к нему внимание и так далее. Поэтому это не болотные вот эти вот все, знаешь, театров там в Магнитогорске, где люди получают, я не знаю, они на 3 работах работают, а одна из них — это пение в театре. Мгм. Потому что на эту зарплату невозможно прожить. А как ты считаешь, какая система вернее? Контрактная или вот сидеть в штате? Где происходит деградация, Ну, и если происходит? просто сейчас вот все, я как уже говорил, оно как-то возвращается в местечковости и в песочнице. Игра, да? То есть одни и те же люди работают в этой стране, в этой стране, в В этой этом стране, театре, допустим, в да? Вот этом они театре, годами да. сидят там. Да даже уже когда, например, ну, та же самая опера в израильской, в Тель-Авиве, там нету труппы.
Но Мгм. в основном поют одни и те же люди. Вот чем это объяснить, не знаю. Ну, наверное, вот я как организатор могу понять, потому что когда я работаю с человеком, я уже ему доверяю, я знаю, что он выучит, я знаю его способности, а, те или иные, да, актерские, вокальные, изучение партии, быстрое изучение и качественное, да. И, конечно, мне Идешь в театр? удобнее работать с тем, кого я знаю. Не, ну, слушай, ну, когда ты идешь в театр, априори ты на первой репетиции должен свою партию, это в контракте написано, что ты на первую репетицию приходишь с выученной наизусть ролью. Как бы это данность. То есть к этому претензий никаких быть не должно. Ну, профессиональный театр — это театр, как бы люди работают там. В общем, я никогда не сталкивался ни с какими организационными проблемами ни в какой стране. Даже в той же самой там Бразилии или в Аргентине, где там, знаешь, нашу постановку, я помню, в Буэнос-Айресе потеряли в порту. Просто потеряли. Она из Франции ехала, ее потеряли потом. У нас на генеральной репетиции, она только приехала на генеральную репетицию. Начали собирать там какие-то деревья, пятиэтажные, да, были такие, норма была. Из-за того, что девочка, администратор театра, поехала в порт сама искать, где этот контейнер. Нашла. Потом там свечки нужны были. Нельзя зажигать на сцене, потому что театр деревянный, театр колонн. Только электронные вот это, да, батарейки нужны. Каждой свечке хор. Все выходят со свечами. А батареек нет. Батареек нет. Нету батареек. В театре нету батареек. Нет. Она пошла и купила мешок батареек сама. То есть помощник режиссера пошла сама купила. Ну, как ты. Ну, у нас так было, помнишь, в Эрмитажном театре, да, тоже нужны были батарейки для свечек. И я просто побежала между там, да, Ну да, в да. перерыве, Так и, купила эти ну, не, да, батарейки, так и не потому только что ты. тот, кто отвечал за реквизит, батарейк не проверил. Да. Ну, так вот, так это не только, это вот, пожалуйста, огромный театр. Ну да, тут огромный театр, да. Ну, То есть все зависит просто от людей. И то есть нет, не важно абсолютно, что это театр, не театр, антреприза, не антреприза. ну да, да, согласна. А как ты относишься к современной опере? Очень хорошо. Я на многих языках современную оперу пел, первый раз, по-моему, вот это была современная опера в 98 году, когда Питер Этуш написал «Три сестры» по Чехову, да? Это на Deutsche Grammophon записал ее, там это есть и видео, и все эти дела. Кензо делал костюмы. То есть это был такой проект большой очень во Франции. Шатле, театр. Потом мы возили это в Эдинбург на фестиваль. Певцы сейчас берут абсолютно все, любую работу. То есть отказаться от чего-то можно только, когда это реально просто не по твоему голосу. Я не думаю, что кто-то будут: «Ой, нет, я не пою там современную музыку, я пою только Беллини». Никто себе не может этого позволить сейчас. Ну, вообще, мне часто же пишут певцы, и вот именно предпочитают только классический репертуар. Ну, слушай, ну это, может, сейчас зависит от того, что учить сложно. Ну, конечно. Тем более, если ты учишь, может быть, на раз. Один раз Да, пройдет ну как бы да. перформанс, Вот и все. сейчас я в «Заряде» буду петь американского композитора 4 песни новые, вот такие вот блюзовые, как бы с оттенком блюза, вот. Но посмотрим, что это будет. Такой Джин Прицкер. Английский язык, я как бы на рояле играю. Сейчас вот привез вчера наш аккомпаниатор тоже. Я ему поставил, но он вообще профи, да. И тоже он что-то, господи, что это? Там копался, что-то такое написано здесь. Там. Ну, сложности, конечно, есть, но Ну, ты вообще мультижанровый артист. Ты ведь что только не исполняешь. ну,
Ну, я же говорю, что надо, да, diversity, да, дифференцировать себя Но в разные. это нужда или, на самом деле Слушай, мне нравится? очень нравится. Я помню, когда я начинал, говорили, если ты будешь петь кроссовер, все, забудь. Тебя проклянут в оперном мире, ты больше никогда не будешь выходить на сцену оперную, все, ты пропадешь как артист. Сейчас это абсолютно вообще никого не интересует. Кто ты, что ты там делаешь, кто ты такой вообще. Вот еще прекрасно исполняешь, латинскую музыку, Ну, боссанова, да, в Бразилии. Ну, босанова. я там пожил, там на гитаре люблю играть. Я когда увидел, как эти люди в Бразилии играют на гитаре, а мне, говорю, у меня гитара была в 14 лет первая, мама мне купила гитару. Высоцкий, там Розенбаум, все эти унца, 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 унца от предзонника до зоны. А потом ты приезжаешь в Бразилию и видишь, что люди эти творят в гармоническом плане, с ритмом, то есть и эта рука, и эта рука, что они... Я говорю, я так хочу уметь. Ну, это заняло лет 10, наверное, но я научился играть. И была такая тема, что я прям хотел сесть в джаз-клуб Мгм. и играть вот так, как вот они. Ну, это случилось. И я и в клубе Козловой выступал в Москве, и в Питере в джаз-клубе, да, JFC у Феликса Народницкого. Много-много-много раз и в других местах, и в Ницце в джаз-клубе играл, и в Нью-Йорке тоже там, в общем. А сейчас я в Бразилии был буквально вот сейчас, да, там на работе, и поехал в Рио с сыном. А там есть такое место, называется бар Винисиус. Винисиус де Мораис был поэт, который написал слова ко всем боссановым, которые придумал Жорж Уберту и Том Жобим. То есть «Девочка из Ипанемы», «Slightly Out of Tune», вот это «Корковадо», все эти песни Винисиус де Мораис. Он был как Тютчев, поэт и дипломат. И его именем, значит, нам там переулочек назван на Ипанеме, да. И на углу стоит двухэтажное заведение, где играют музыку живьем 365 дней в году. Есть шоу «Боссановы». И каждый раз, когда я в Рио приезжал и приезжаю, я хожу туда обязательно. И вот в этот раз так получилось, что мы буквально за углом жили, и ходили туда каждый день. И я первый раз, когда пришел туда, там играл дядечка такой внизу. И вдруг он зовет какого-то старенького итальянца, который по-итальянски какую-то песню с ним спел. Ну, ему, наверное, лет 90 было. То есть перед всеми он его позвал, как open mic такой у него был, да, микрофон. И увидев это, он что-то там, ну, я же говорю по-португальски тоже, он там начал общаться с залом. Мне говорят, можно я тоже спою? Да, конечно, иди. Ну и вот я спел, значит, одну босанову с ним, очень его удивил, удивил качеством исполнения и вот этого всего дела. Ну, представляешь, и в этом месте, в которое я уже, значит, там несколько, лет 15 ходил, значит, уже там 20, где все эти ассы поют эту музыку, тоже мне вот посчастливилось спеть Ты ж ведь говоришь на скольких языках? на 8? 8. Мгм. Вот говорят, что сколько языков знаешь, столько жизней проживаешь. Так ли оно? Слушай, это абсолютно верно. То есть, знаешь, кто мне недавно кто-то сказал, что, вот, что люди мне все время говорят, что не успеваю там вообще понять, где я нахожусь. Только что тут был, уже там посмотрели, уже где-то в другом месте. Вот буквально, ты, говорит, живешь жизнью десятерых. Ну, так и нужно. Нужно к этому стремиться. Но жизнь должна быть наполненной, потому что никогда не знаешь, когда она оборвется. То есть каждый день должен быть наполненный настолько, чтобы просто до краев, чтобы переливалось. Но ты чувствуешь себя другим человеком, когда ты говоришь на другом языке. Язык — это прежде всего ментальность. Мгм. Невозможно приехать в какую-то страну без того, что ты разговаривал на их языке, чтобы понять ментальность человека. Вот кто он.
во Франции ты находишься с человеком или в Испании, он с тобой разговаривает по-английски. К нему подходит еще один испанец. Для тебя они будут разговаривать по-английски вы втроем. Если еще один человек придет, все, ты выпал. Ты выпал из общения, вечер потерян, ты просто сидишь сам с собой. Поэтому я, как я сказал, это еще началось в общаге в Иерусалиме, когда там аргентинцы, бразильцы, французы, там все, кого там только не было. Он говорит, я должен разговаривать на каждом из этих языков. Так и было, так и вышло. Нету предела изучения языка. Главное не бояться, как что называется. Начать разговаривать. Минимальный словарный запас 50 слов. Глаголы, да? Настоящее время и самое простое прошедшее. Все. Будущее даже учить не надо, потому что тебя поймут, если ты будешь употреблять настоящее время и скажешь завтра или там через час. У меня есть друг, уругваец. Он в Буэнос-Айресе заставил меня выучить 4 куплета песни танго. И каждый день, когда мы с ним встречались, начинался с того, что он меня заставлял повторить вот это. De cada vez que tuve heridos, heridos que no cierran, y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Пока я это танго ему не спел, мы с ним не общались. То есть он мне Мгм. так и да. И он разговаривал по-испански только. Он говорил, si hablas inglés, hablas solo. Если говоришь по-английски, один. Один разговариваешь. Ну вот, поэтому, конечно, полное погружение очень помогает Да, в изучении языка, и с друзьями, когда такие есть люди, конечно. вот немножечко давай вернемся к тому, чтобы помочь нашим зрителям, слушателям, начинающим артистам. Какой сейчас путь кратчайший лежит к карьере? Как в России, так и, допустим, в Штатах или в Европе? Путь, он не кратчайший, он единственный. Во время нахождения в консерватории начать тыкаться в программы молодых Мгм. певцов. Сейчас только Другого нет так. пути. Конкурсы советуешь ли? Слушай, вот это про конкурс. Когда я приехал петь Ливайну уже на сцену Метрополитен, поступая, и когда мне, говорю, мой день рождения, мне позвонили и сказали, что я принят, делайте документы, вы переезжаете в Нью-Йорк. Я это прослушивание на сцене записал на кассету, тогда еще за кулисами. И эту кассету я послал на конкурс «Опералия» Доминго, Ага. на предварительный тур, который был прослушан 2 произведения по кассете. Еще вернусь. Я спел, и меня взяли в программу молодых певцов в Метрополитен с этим прослушиванием. А от них мне пришел отказ, что, к сожалению, вы предварительное прослушивание не прошли, но не опускайте руки. На следующий год вы можете нам снова послать. Мы послушаем, насколько вы продвинулись и насколько вы стали хорошо петь. Большое спасибо. Опералия Пласидо Доминго. Хорошо. Ну, я вообще не расстроился, потому что я попал в театр. Мне этот конкурс вообще... Через год, в этот же первый год, мы с Пласидо познакомились, и я пел вместе с ним на сцене в Федоре. Ага. И он мне говорит, слушай, Денис, почему ты у меня на конкурсе не поешь? Давай ко мне на конкурс. Я говорю, Пласидо, да ты что, как это не пою? Меня же не взяли. Он говорит, да не может быть, как это? Ну, я тебе клянусь, говорю, меня не взяли на твой конкурс. Мне сказали, что я не могу предварительное прослушивание пройти. Понимаешь? Поэтому эти конкурсы все, whatever, то, что называется. На конкурсы нужно ходить только когда ты хочешь чему-то научиться. Не куда-то попасть или что-то выиграть, а реально чему-то научиться. Ну вот еще, допустим, в Штатах, наверное, очень сложно найти работу без агентов. А в России? Слушай, ну, на самом деле, я последние годы работаю везде сам.
все, что вот путешествую, это, У я тебя нет говорю, агента сейчас? network, у меня их куча. Например, у меня вот агент был один, он вышел на пенсию, Ага. и перед этим он говорит, я не могу больше заниматься этим, потому что мне нужно работать в 5 раз больше, а получить в 5 раз меньше денег, потому что они же работают с процентов. А когда зарплата у певцов упала до такого уровня, в Метрополитен раньше ставка самая высокая, у них был потолок. Даже если ты повороте, ты получаешь 13,5 тысяч долларов за выход. Это большие деньги. Если у тебя 10 спектаклей, ты вышел, ты 100 тысяч долларов. Сейчас сколько ставка? 2? 3? 2500, по-моему, 2 да, или 500? что-то там такое. Да, очень мало. Ну, понимаешь, это театр. То есть, вот скажем так, просто убрали ноль. 1 0. Вот ты получал там, например, 6 тысяч, у тебя убрали ноль, ты получаешь 600 евро за выход. А агент, вместо того, чтобы получить 600, свои 10%, он сейчас что, получает 60? Ну, это еще другая проблема, да, поэтому агенты только работают с топовыми солистами. Абсолютно верно, Я вообще где-то прочитала, которые... что только всего 50 певцов в мире, которые действительно зарабатывают Да, достойно именно и так. живут. Раньше было 1000 человек, сейчас 50. 50. Всё. Причем это было еще пару лет назад, сейчас, может, еще и Да, меньше. да, все. Но лучше фокусироваться, вот ты считаешь, все-таки на том, чтобы найти себе агента, либо сам, кажется, не плашай. Сам не плашай. Нет, я ничего даже я даже не могу начать представлять себе, что нужно делать, если ты начинаешь сейчас петь. Понимаешь, что люди, например, вот когда это все, там, ковид, когда был, я начал преподавать, говорит, я вот хочу в Германию, там, готовюсь туда ехать, а сейчас я даже не понимаю, как это, потому что там квот нет, например, русским, да, и сейчас, ну, это изменится, конечно, когда-то. Единственное, что я могу посоветовать, заниматься голосом и петь красиво. Все. Вот как говорил Людовик Тезье, смотришь на свои ботинки и идешь вперед, и занимаешься своим делом. Если это делать, вывезет. Вывезет абсолютно, потому что так работает Вселенная. Она тебе даст то, что ты хочешь. Так, ну что, сейчас у меня будет к тебе блиц-опрос. Болеть. 3 роли, которые бы ты взял с собой на необитаемый остров. Слушай, поучить, Можно, ну, или поучить. ну, то есть, я понял, да. Дон Джованни, Мефистофель из Фауста и Гремин. Самая недооцененная вещь в работе певца. Что это? Недооцененная? Да вообще, в наше время он вообще просто недооценен весь, от начала и до конца. Весь певец. Весь певец. Ну, просто ни во что не ставит. Это же кто? Это то ли Алания, то ли Кауфман. Они вот это интервью большое давали. Говорит, что за отношение вообще к людям, которые жизнь свою кладут на это, да, как бы, что занимаются вокалом, там, семья по боку, там, путешествия и так далее. Да, ведь профессия певца — это 24/7 на самом Абсолютно деле. верно. Ну, в общем, Да. только это недооцененное. Вот, наверное, это понимание того, что нужно для этого сделать вообще, в принципе. Что ты делаешь, за 30 минут до выхода на сцену? Переодеваюсь. И все. Ну, а если переодеваться не надо? Ну, никак. Нет, ты должен готов быть за 30 минут уже. 30 минут — это уже все. Это уже шоу. Один совет молодому басу, который хочет, мечтает петь в Метрополитен. Головой петь. Головой, в смысле, головным резонатором. И не слушать советы разных людей. Самая частая ошибка певцов в США, молодых певцов. Самая частая ошибка вообще выбрать эту профессию, наверное. Согласна. А в России? В России вот какая, я не знаю, наверное, ну это не ошибка, это данность просто. Незнание стиля
и репертуара международного. То есть они не поют Берлиоза, они не поют Мендельсона. «Царская невеста» — это наше все. И все. А подожди, а кроме «Царской невесты» это и «Орлеанской девы», там еще есть музыка. То есть я своим там даю репертуар, которого они вообще там тосты. Кто это? Понимаешь? Никогда мы вообще этого ничего не знаем об этом, никогда не слышали, там, нам об этом не говорят ничего. Кстати, вот не спросила тебя, ты все таки пожалел, что не стал дирижером? Слушай, ну почему еще не стало? Еще не поздно. Вообще еще не поздно. И да, Ты считаешь, что посмотрим. дирижером быть проще, нежели вокалистом? Слушай, нет, ну что значит дирижером быть? Музыкант с огромными знаниями, глубокими партитуры может быть дирижером, если он скрипач или любой. То есть, ну, минимальная техника, руки. Мне повезло, понимаешь, что мне поставили руки. То есть техника должна быть понятной людям, когда ты показываешь, что ты хочешь передать. А все остальное — это, то есть, твой уровень глубины понимания того, что в партитуре, и знания того, что в партитуре. Поэтому проще быть дирижером, знаешь. Это как это самое, как Рубинштейна спросили, да, как это. Вот если выпьешь водки бутылку, можешь сыграть программу эту? Ну, могу, да. А если 2 выпьешь, можешь сыграть? Сыграть нет, но продирижировать могу. Ну, вот, как бы Это это вот ответ. так. Самая бесящая фраза режиссера. Вот в этом такте на вторую долю, вот ты там сел, вот можешь на третью долю сесть, а не на вторую? И руку вот не так держи, а вот так. Вот это потому что это очень важно. А самая любимая фраза дирижера? Браво! Брависсимо. Что для тебя означает успех вот на данный момент? Востребованность. То есть, когда у меня есть куда поехать и план. Раньше был план там на 5 лет, потом он, значит, на 3 года. Ну, вот это к тому, что как это все работает. Но вот через год у меня планы есть уже на через год, поэтому Мгм. всё хорошо. Какой бы совет, хоть ты сказал, что не любишь давать советы молодым, но все таки дал бы ты самому себе, когда тебе было лет 20? Ну, и это даже не, наверное, не профессиональный, а просто жизненный. Жизненная тема такая. Но невозможно это в 20 лет. Осознанность. Осознанность действий, места, происходящего, людей вокруг тебя, понимание того, что происходит, о чем они думают, как ты себя представляешь, как они тебя видят, что можно делать, что нельзя делать. Осознанность. Ну, она приходит Она приходит только с ну, опытом. абсолютно верно. Поэтому что даешь ты его, что не даешь ты его, этот совет. Одна привычка, которую ты бы хотел перенести из России в США и из США в Россию? Или которую стоит перенести? Привычка. Настолько мне кажется, что все это надумано, и люди настолько они просто одинаковые везде, что есть разные люди и там, и тут. Это все настолько индивидуально. И вот у меня вот друзья мои, они вот ничем не отличаются друг от друга. Что американцы, что русские, что израильтяне, что аргентинцы, бразильцы. Просто вот как бы настроенных на одной волне мы как бы с ними. Поэтому я даже не могу сказать тебе вот, что прям, что... Это, наверное, и хорошо, если разница какая-то существует между там привычками, традициями,
разности какие-то есть, потому что, ну, скучно было бы вообще тогда. Если твой путь описать как американская мечта, какая в этом главная мораль? Мой путь — это American Dream, мой путь. Слушай, ну вот я вот там общался с людьми, говорят, ну вот куда, что, ну вот мыкаюсь, говорю, вот тут, то туда, то сюда, то тут, то там. Я говорю, ну знаешь, что мыкаюсь. Многие просто бы хотели бы так мыкаться, как ты. Мыкаться, как ты. Ну вот если это принять за американскую мечту, чтобы возможность путешествовать, ездить и заниматься делом своим на разных континентах на протяжении 30 лет, то, наверное, оно. Ну, ты, наверное, достиг все-таки такого уровня даже в начале своей карьеры, который многие певцы, многие артисты никогда не достигнут, никогда им, можно сказать, повезет, не повезет. Да, ну опять же, это, конечно, очень приятно написать на афише, да, что вот в таких-то театрах пел. Но самое главное, это вот мы возвращаемся к началу разговора, это сколько лет Ты пропоешь. ты можешь этим заниматься. Долгожительность артиста — это решающее. Все равно, вот кем бы ты ни был, да, вот, например, Дима Хворостовский, да, покойный, как ему все завидовали. Белой завистью, черной завистью. Сейчас кто-нибудь позавидует Хворостовскому? Вот сейчас. Ты хочешь быть где Хворостовский? Упаси бог. Под каменной плитой Да. лежать. Где он был, кем он был? Хорошо, там у меня там бюст его стоит в Геликоне, так еще там великий певец русский. Хорошо. Пройдет 100 лет, забудут о него. Точно так же, как забыли, кто там был 100 лет назад великим певцом. Поешь сегодня, завтра, через неделю. Людям радость принес, который тебе, ой, какой голос. Ну, ты можешь очень просто говорить. Говорю, можешь поговорить? Вчера после концерта, знаешь, подходят люди, говорят, ты можешь просто поговорить? Вот говори вот так басом, поговори. Скамеечка вибрирует. Вот, поэтому это самое главное. Долго заниматься любимым делом. Отлично. А сейчас пойдем в музей. Спасибо большое. Спасибо, Денис. Друзья, хочу вам напомнить, что вы можете стать героем нашего следующего подкаста. Если у вас есть опыт работы, учебы, проживания в 2 странах, США и Россия, и у вас есть история, которой вы хотели бы поделиться, то напишите нам, и, возможно, вы будете следующим героем нашего интервью.